Здорово, ребят, рад видеть вас у себя на канале, и немножечко отойдем мы от нового события с осколками, поговорим про обычный формат PvP и затронем Барда, которого пофиксили в последнем обновлении, и Феникса, которого апнули. До момента этого апа Феникс вообще не играл, то есть ему было очень плохо, играл Бард, играл Джин, кто угодно, но только не Феникс. Но вышло у нас обновление 30.0, если мы откроем новости и начнем читать этот самый патчноут, то мы увидим, что Барда порезали по всем пунктам, везде ему чуть подрезали всего, даже таланты затронули вместе с базой, а Феникса апнули и апнули достаточно хорошо. Вместе с этим выпустили фракцию недели, которая действует теперь еще и на две, получается, фракции, которые очень сильно бустит крит шанс. Поэтому сегодня я хочу показать вообще, что происходит, если на этой неделе встречается Бард. Сильный Бард, у меня хорошая прокачка, у меня есть перерождение на Кобальде, слот и Зевс, 15 очки с 15 молотками, да и в принципе я играю достаточно хорошо. И если попадется Феникс, который тоже играет хорошо, как это примерно будет выглядеть. Поэтому перед началом желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза и будем начинать. До сих пор доначишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу, как это делать правильно. На официальном сайте MyGames в разделе Rush Royale существует различное количество товаров, начиная от кристаллов, пропусков, заканчивая платиной. Для наглядности объясню, что такое платина. Вот она у меня есть на аккаунте. После того, как вы покупаете платину, любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги, либо за платину. Я закупаюсь, как правило, платиной, потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение, либо что-то другое, то или пропуск, или что-то так за платину. Это удобно. И бесплатным колокольчиком, который можно забирать раз в сутки. Обязательно этим пользуйтесь. Также есть лимитированная акция по колокольчикам. Это разовые покупки, которые можно забрать один раз. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете любой товар. Например, это будет 1000 платины. Бонусом идет 10%. Нажимаете «Купить». Для того, чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше, который проходит каждый месяц, нажимаете «Поддержать автора». Вводите мое кодовое слово «Але». Можете написать любое сообщение, которое придет мне на аккаунт. Я его увижу. После чего нажимаете сюда, выбираете платформу, с которой играете. У меня это iOS. Выбираете свой ID, нажимаете «Продолжить», после чего перекидывает вас на окно оплаты, где вы оплачиваете любым удобным для вас способом. Запускаемся в бой, и вот наш Феникс. Если мы посмотрим на Феникса, то здесь 3 синергии на Феникса, здесь 3 синергии на Кобальда. Хорошие шмотки, и все здесь, в принципе, хорошее вместе со скиллом. Поэтому я стараюсь на максимум, я стараюсь построить как можно лучше стол, чтобы внести как можно больше дэмэджа и чтобы супер быстро не проиграть. А вы посмотрите, что у меня из этого выйдет. Поехали. Пора бы уже нажимать, на самом деле, Зевса, поэтому делаем раз-два. Зевс сразу же качает, это немаловажно, это даже, наверное, отлично. Так, бам, пойдет. 4-й стрелок на старте, великолепно. Я нашел 2 хорошие точки под кобальдов, чтобы там, получается, фармить своих кобальдов. Так, и давайте сразу отдаю дрядки. Обязательно. Дрядки я засовываю в кобальдов, чтобы лутать как можно больше урона. Феникс, ребят, сверху, на яйце. Раньше яйцо никогда не играло, но сейчас есть прикольная мета, как можно это обузить и получать очень много урона. 3 раза у меня идеально прокачал Зевс. Теперь смотрим. Раз, два. И я еле-еле перебиваю это. Буквально на 0,1 миллиона. И забираю ману. Хорошо. Шансы на победу начинают увеличиваться. Можно было бы подумать, если бы я не знал, что произойдет дальше. Так, хорошо. Все еще стараемся. Все еще играем с верой в то, что все сейчас получится. 24 кобальда, я пока что обгоняю. Так, бам. 33 кобальда. Отдам мана и подкачаю вот этого кобальда. Потому что он так-то тоже бустит наш крит урон. Играю я на самых сильных талантах, это Громонист и Ария Мощь, соответственно. Здесь я Зевса уже нажать не успею. Отлично. Блин, ну вот просто идеально складывается игра. Лучше просто быть не может. Еще один призыв пешки я делать не буду, чтобы накопить 5 стаков, чтобы забустить себя по Арии Мощи и дать максимальный урон. Там есть заряды. Вроде бы я не активировал серую мораль. Поехали. Раз, два. Я впереди, я впереди, я впереди. Все, я уже не впереди. Я уже не впереди, ребят. И мана уже не моя в этом раунде. Грустно. Идем дальше. Хотя кобальдов-то у меня побольше, и там всего 17 стаков.
А буст Феникса начинается чуть-чуть попозже. Так, есть золотая дриада. Надо подумать, что с ней делать. Надо очень хорошо подумать. И я, наверное, сейчас смотрю на то, чтобы немножечко покачать стаки вместо Кобальда. Чтобы потом подставить еще гармониста одного, который будет дамажить чуть сильнее. Плюс стаки на самом деле тоже очень неплохо бустят. Так, 75 я точно не успею до бедлама сделать. Поэтому делаем так и просто надеемся на то, что хотя бы будет без переворота. Потому что ранги там уже очень неплохие. Посмотрите. Там Зевс просто великолепно качает. Как и у меня, собственно. Обоюдно. Бам-бам. Все. Третья волна. Я хилю вместо своих обычных 300 миллионов. Хилю в 2 раза меньше. Даже чуть больше, чем в 2 раза меньше. Это что-то да значит. И это с Зевсом. Сложно представить, насколько вот этот вот фикс ощущался ребятам, которые играют без легендарного героя. Ну, соответственно, вы можете написать в комментариях, и тогда я уже точно пойму, как там с этим обстоят дела. Так, коплю дальше. Отдам еще манап ловчему, потому что меня сейчас может спасти только 2 сетки на столе. Так, забираю процент. Зевса я уже не успею отдать, потому что молотки у меня не максимальные. Он не успеет откатиться. Раз, два. Допустим, сюда 8,5%. 9% плюс кобальт. В меня еще летят фрукты, которые... Ой-ой-ой-ой. Какие хорошие там ранги. Как же мне сейчас будет больно. Поехали. Это весь мой потенциал. Это весь мой потенциал. Ну, 4-я волна 2,3Б. Хорошо, я это убиваю, но... Так, хорошо, нельзя тильтовать. Я еще могу с этим побороться. Все еще может получиться. Наверное. Может же. Так. Это я меняю местами. Жму зачем-то 2 манапа. Ну ладно, нормально. Очень хороший стол. Ранги просто великолепные. Это я не понял, что хотел сделать. Раз, два. 72. 76. Еще один манап на всякий случай. И я буду надеяться, что сетки в центр упадут, потому что там очень много сеток в центре. Раз, два. Чуть ближе, ребята, но все равно. 5-я волна, 10Б. Я никогда столько не хилил. Ни на чем. Я нахилил тоже, на самом деле, неплохо. 5Б я хилил и до фикса. Но здесь просто великолепно раскачивается стол. И качается, соответственно. Если вы посмотрите на ранги, они просто все очень хорошие. По кобальдам чуть-чуть отстаю. Может быть, вдруг, если я сейчас смогу их добить. Мне еще надо ловчие. У меня очень мало ловчих. Кобальдов я вроде бы сейчас добиваю. Но по мане я уже много проигрываю. Кобальды прыгают, хорошо. Все, оставляем ману. Оставляем ману и... На самом деле, если эти гроссмейстеры будут меня мержить, это будет беда. Потому что у меня все барды, они, в принципе, мержимые. И если хотя бы кого-то из них тронет, это в дальнейшем будет критическая просадка. Раз, два. Вроде бы я начал неплохо, но потом все равно там получилось 24Б. Первого мы точно добиваем, а вот второй, скорее всего, что-то досоединит. Повезло. Повезло, реально повезло. Так. Раз, два. Я уберу его. Наверное, это будет правильно. Не понимаю, могу ли я нажать еще раз. Я нажму. Хочется верить в лучшее. Бам. Бам. Блин, ну, стол лучше я уже не построю. Все. Я на таком столе должен бить стаки до бесконечности. И только так
у меня будет какой-то шанс на победу. Зевса я не имею права отдавать. Если я сейчас отдам Зевса, он перехилит мне слишком сильно. Поэтому я Зевса не трогаю, пусть хилит. Раз, два, и вот теперь я добиваю. Меня ничего не пробьет, все нормально. Просто я чуть-чуть не уложился в тайминге. 8-я волна. По слухам, на 8-й волне такой Феникс мог нахилить 200 Б. Сейчас мы это будем проверять. По рангам у нас все очень хорошо. Опять я, не жму Зевса. Мне страшно, что я опять не вложусь в тайминги. И не нахилю ему ничего. Там уже 233 стака. Плюс яйца в том, что ты можешь просто строить стол, а стаки бить за счет активаций. 3, 2, нажимаем. Копим стаки. $120, ребята, блин, знаете, 120 это тоже много, если честно. О, нет. Мы теряем 7. Мы теряем 7, это грустно. Потому что от одного колдуна я могу увернуться, но, к сожалению, от 2 увернуться просто нереально. И это было много. На 8-й волне 120 Б это реально много. Может показаться, что это всего лишь на 40 больше, чем нахилил я, но, блин, разницу вы сами видели. Плюс происходит вот такая вот неприятная ситуация. С тем, что огнерык понижает стрелка, и я еще теряю в уроне. Дальше лайт-боссы. Поэтому время восстановить стрелка, в принципе, есть. Нажимаем. Стрелок восстановился, отлично. Раз, два. Так, и в этот раз вроде бы не так много. Хотя как, на 60 Б больше. Прожимаемся. Ну и добиваем это. Это называется игра в терпилу. Если вы будете играть на барде против сильной колоды. Так, дальше колдун и трибунал. Колдун по-любому нас пробьет, трибунал по-любому нас пробьет. От колдуна я увернусь, это не проблема. Главное, в принципе, потом это добить. 1000 стаков есть. Какой-то вот необходимый буст я получил. Но там 300 стаков. И 30 зарядов в запасе. Плюс он может супер удобно для себя активироваться. Хорошо, плюс ранг еще. Раз, два. Я сделал все идеально, смотрим на отхил. 200 Б. Против моих 122. Когда, по сути, я все сделал правильно. Мне повезло. Мне действительно повезло. Прожимаемся. И еще на поздних таймингах я попробую засунуть вот сюда кобальда, чтобы перед следующими боссами и перед следующим фантомом бустануть себе крит-шанс. Может, это зарешает как-то. Там уже 4 хороших феникса. На 10-й я это буду делать. Давайте, тайминги хорошие. Делаем. Так. Если я сейчас не перехилю, то, значит, судьба такая у меня. Раз, два. Ой-ой-ой, какие 240. Как же я к этому не готов. Я не буду сейвить, я это должен добить. Но вот к такому я не был готов, клянусь. Если бы Гаргона не перекрыла стрелка, я бы это добивал. Но это игра рандома, поэтому это вполне нормально. Не стоит расстраиваться. Друзья, каждый месяц у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, где я разыгрываю 2200 платины, и вся эта платина будет делиться между 10 победителями, которые, соответственно, выиграют. По условиям все просто. Первое, подписка на ТГ-канал. Второе, быть зафоловленным на мой Twitch. Опять же, переходите в телеграм, ссылка будет в описании. Нажимайте кнопку «Участвовать» и выполняйте все условия. Результаты будут подводиться автоматически, в Telegram будет поститься вся информация, и с победителями лично буду я связываться и начислять награду. Мне не повезло, объективно. Ничего, живем дальше. Просто вот
до какого отхила можно дойти против такого Феникса? С каждой волной отхил, который он делает, он растет в геометрической прогрессии. Если кто-то играет на Фениксе, вы, кстати, можете обращать внимание, потому что это один из лучших игроков на Фениксе. И там делаются очень правильные мувы. Что-то для себя можете подметить. Ну, про свою игру я ничего не буду говорить. Если надо, тоже подмечайте. Тут уже, походу, нечего подмечать. Там 322, это больше, чем в 2 раза больше. Бам. Не понимаю, добью я это или нет. Я, конечно, пробую. Но как будто бы Гаргона закрывает слишком много. Слишком много ключевых, важных пешек. Хотя, смотрите, добиваю. Забираю процент, есть Кобальт второй. Это буст. Это буст. Какой-то. Какие-то проценты урона я с этого получил. Опять подлянка от Огнерыка. В этот раз я удачно все это миную. Чуть-чуть побить стаки, у меня почти 2 косаря. Блин, даже при учете построения идеального стола. Ну, хотя я все еще не проиграл, когда обычная игра заканчивается. Так что это явно успех. Тут что-то было близкое. И уже отхил не в 2 раза, ребят. Это явно мини-победа для меня. Переворот щадит. Огромное за это спасибо. Главное теперь добить Гаргону. Добить Гаргону, и там уже, я думаю, что мы определимся, как что сделать. Я еще не проиграл. Я еще не проиграл. Нужно резко поломать стол. Допустим, бам. Я слил все ненужное. Дальше мне отпусти, пожалуйста, Барда. Я засуну 3 колдуна. Ну, вот. Кем бы я ни был, я не смогу. Я не смогу сейчас пережить 3 колдуна, ребят. Ну, тут уже все. Будь ты хоть Гудини. Ну, я не готов к таким боссам. Никто не готов к таким боссам. Уберите, пожалуйста, таких боссов. Вроде бы хорошие цифры делаю, да? Но там уже почти 600. Давай, братанчик, у кого? Ну, слушайте. Нет, не слушайте. 3 колдуна — это нечестно. Такого быть не должно. Можно на скилле увернуться от 1, ну, от 2. Но от 3 увернуться невозможно. Кстати, я еще добиваю 2. Я еще не сдался, если что. На характере я это как-то даже умудряюсь что-то там сообразить. Возвращаю 4-го стрелка. Это важно. Это важно. Так. Демо-версия стола есть. Хорошо. Что мы с этой демо-версией сможем нахилить? Куча бардов, не куча ловчих. Let's go. Покедова. 200 Б. Чуть-чуть маны я оставил. Ну, я не знаю, конечно, чем она мне сможет помочь и в какой ситуации. Ассасин опять бьет мне туда, куда ну бить можно было бы и не бить. Потому что стол и так развальцован. Ну все. С учетом того, что я не самый плохой игрок в этой игре, я смог прожить 15 волн против такого Феникса. При идеальном раскладе и идеальной прокачке стола. За Барда что могу сказать? Ну, да, он стал слабее, но, в принципе, играбельно. Играбельно, то есть 200 плюс Б я могу хилить, это хорошо. Феникс на этой неделе это просто какой-то вынос мозга. Эту колоду можно обузить, эту колоду никто не выиграет. Поэтому, если у вас есть подобие вот такой колоды, вы можете подстраиваться под нее. Это даже получается с мечом и без сета. Если сюда добавить лук и сет, то вы понимаете, что это будет страх и уничтожение всего. По таликам на всякий случай я вам покажу Феникса. Покажу вам стрелка, покажу вам дряду. Мне нравится такой Феникс, но я понимаю, что уже через там день-два у нас, получается, выходит новая пешка, и новая пешка всегда сильнее самой сильной меты, которая играла до этого. Поэтому
Страшно представить, какие цифры она будет показывать. Одну волну с манной, соответственно, забрал я, 14 волн забрал он. И даже на 15 волнах это получается уже 3 триллиона, что очень-очень много. И Барт молодец, что смог с этим справиться до такого вот момента времени. На этом у меня все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте, что в Телеграме закрепим проходит розыгрыш на 2200 платины. Там буквально 3 простых нажатия, и вы уже участвуете. Ссылочки на все есть в описании. Также Twitch мой в описании, если вы хотите посмотреть живой геймплей и общение. Также всем, кто пользуется кодом автора, огромное спасибо за поддержку. На этом у меня все. Всем пока, всех обнял. Falling so deep.